Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать вот такой простой и в то же время очень нежный и красивый узор крючком. Для тех, кто умеет читать схемы, схема будет дана в конце ролика. А мы с вами шаг за шагом выполним вот такой нежный и красивый узорчик. Так он смотрится из стопроцентного хлопка. И я покажу, как смотрится полотно из полухлопка. Так мое полотно смотрится из полухлопка. Видите, очень красивый и нежный узор. Для работы я буду использовать крючок номер 2. Стопроцентный мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. И приступим к работе. Начинаем выполнение нашего узора с 52 воздушных петелечек. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно, пока у вас не получится 52 воздушные петли. Вот таким образом мы набираем с вами цепочку из 52 воздушных петель. И я выполнила цепочку из 52 воздушных петелечек. И приступаю к выполнению первого ряда. Первый ряд у меня будет подготовительный, и он не будет участвовать в раппорте моего основного узора. Что я делаю? Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. И очень внимательно выполняю накид на крючок и ввожу крючок в 5-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, 4. Вот моя 5-я петля. Выполняю столбик с накидом. Итак, в каждую воздушную петлю я выполню по одному столбику с накидом еще 8 раз. Всего должно получиться 9 столбиков с накидом. И провязываю. Первый готов. Далее аккуратненько, не спеша, второй. Третий, четвертый, что-то у нас сегодня ниточка убегает, 5, 6, 7, 8 и 9. Напоминаю, я выполнила 9 столбиков с одним накидом ровно. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных петель. Считаем 1, 2, 3. Выполняю накид на крючок и буду вводить очень внимательно в 6-ю петлю от наших столбиков. То есть смотрите, вот 1, 2, 3, 4, 5 и 6 петелечка. И буду провязывать 3 столбика с одним накидом. Берем наши столбики, чтобы не мешали. И считаем 1, 2 и 3. Выполнили. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. И в следующую воздушную опять 3 столбика с одним накидом. 3 столбика мы выполняем с общим основанием и разными вершинками. Вот таким образом. Далее продолжаем. Арочка из 3 воздушных. Не спешим. 1, 2, 3.
Выполнили, накид. Я опять же отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 и в 6-ю петлю ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. 1. И теперь буду вязать еще 9 столбиков. Всего я должна выполнить 10 столбиков с одним накидом. И считаем. Это у нас 2 столбик. Каждую петелечку 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Я выполнила 10 столбиков с одним накидом. И теперь смотрите очень внимательно. Вот я постараюсь, чтобы мои все петелечки вошли в кадр. У нас раппорт в ширину 22 петли. И 10 петелечек я выполнила для симметрии. В данном случае у меня 2 раппорта в ширину. То есть я начинаю повторять точно такой же раппорт. То есть сейчас я выполняю 3 воздушные петелечки, накид и буду провязывать столбики с общим основанием. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петлю. Я буду выполнять 3 столбика. 1, 2 и 3. Далее, как я и говорила, я все повторяю: 3 воздушные, 3 столбика и так далее. Я буду выполнять так до конца моего ряда. Я выполнила первый ряд моего узора. Как я и говорила, ряд подготовительный. И теперь я могу приступить к выполнению второго ряда или первого ряда моего раппорта в высоту. Я приступаю к выполнению второго ряда узора и первого ряда раппорта в высоту. Для этого я выполняю 3 воздушные петелечки. Работу разворачиваю. Это у меня 3 петли подъема. И далее я вяжу арку из 8 воздушных петель. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид на крючок. Я ищу вершинку моего первого столбика, ну или в этом случае последнего, и ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Здесь все очень просто. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 2 воздушных, накид, и я буду провязывать в каждый столбик, каждую вершинку по одному столбику с накидом, не спеша. Считаем 1, 2 и 3. Выполнили. 3 столбика с накидом. Далее мы продолжаем работу. И я выполняю арочку из 3 воздушных. Накид. Под арочку из 3 воздушных я вяжу 3 столбика с одним накидом. Очень простой узор, смотрится очень красиво и интересно. 2 столбик и 3. Выполнили. Далее 1, 2, 3, накид. И опять в каждую вершинку я провязываю по одному столбику.
Раз. Два. Три. Выполнили. Продолжаю работу. Выполняю 2 воздушные петли. Раз, два. Накид, вершинку, крючок, выполняю столбик с накидом. Далее у меня будет арочка из 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Накид. И опять же ищем вершинку, столбик с накидом. Выполнили. Далее у нас повторяется с вами, как и ранее. То есть у нас будет арочка из 2 воздушных. Раз, два, накид. И вершинку провязываем по одному столбику. Раз, два, три. Далее продолжите самостоятельно. У вас может быть количество раппортов в ширину намного больше, чем у меня. И завершу ряд я вместе с вами. И я завершаю с вами выполнение второго ряда нашего узора. А это первый ряд раппорта в высоту. Мы с вами выполняем, после того, как выполнили арочку из 8 воздушных петель, выполняем накид на крючок. И очень внимательно смотрите, я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема. И выполняю столбик с накидом. Мой ряд завершен. Далее я могу приступить к выполнению следующего. Это 3-й ряд моего узора, но 2-й ряд раппорта в высоту. И для этого я выполняю 3 воздушные петелечки. Работу разворачиваю. Далее я выполняю арочку из 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Арочка готова. Я выполняю накид на крючок и ввожу крючок в вершинку столбика. Выполняю столбик с накидом. Далее я работу продолжаю, выполняю 1 воздушную, накид на крючок и буду провязывать все 3 столбика с накидом с общей вершинкой. Как я буду это делать? Ввожу крючок, первый незавершенный, 2-й и 3-й. Все петелечки на крючке я провязываю вместе. Выполнили. Далее у меня арочка из 3 воздушных. Раз, два, 3. Накид. И я ищу первый столбик из 3, видите? И буду провязывать 3 столбика с общим основанием. Раз, два и 3. Вот таким образом. После того, как я выполнила, арочка из 3 воздушных, накид, и я ввожу крючок. 3 столбика, такие же, с общим основанием. Раз, не спешим, 2
и 3. Выполнили. Далее арочка из 3 и вновь 3 столбика с общей вершинкой. Раз, 2 и 3. И все петелечки на крючке вместе. Вот такая красивая у нас нежная веточка с вами получается. Далее мы продолжаем с вами работу. И я выполняю одну воздушную петелечку, как и ранее, накид, и вершинку столбика ввожу крючок. Точно так же, как с этой стороны мы с вами выполняли. Далее у меня арочка из 8 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили накид и провязываем вершинку. Давайте остановимся, посмотрим, что у нас получается. И дальше мы выполняем, ну то есть продолжаем выполнять наш узор. То есть 1 воздушная и опять 3 столбика. Так выполняем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 3-го ряда нашего узора. И напоминаю, это 2-й ряд раппорта в высоту. Накид на крючок. Я ввожу крючок 1, 2, 3 в 3-ю воздушную петелечку подъема. Очень внимательно. И выполняю столбик с 1 накидом. Мой ряд завершен. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы с вами выполнили 3 ряда нашего узора и высоту выполнили 2 ряда нашего раппорта. Теперь далее мы с вами будем повторять 2-й и 3-й ряд на необходимую нам высоту. Вот такой красивый, но в то же время очень простой узор у нас получился. Давайте посмотрим одну сторону и другую. И я довяжу наш узор на необходимую мне высоту. Вы обязательно выполните узор со своей пряжи и напишите в комментариях, что у вас получилось. И, дорогие друзья, хотела вам показать изделие, выполненное с этим рисуночком. Вяжется очень просто, может связать даже начинающая рукодельница. И смотрите, ширина вяжется ровным полотном. Я покажу поближе немножко. Просто хочу сказать, что в свободном виде ширина полотна у нас с вами 56-57 сантиметров. Ну вот видно, да, 57 сантиметров. И видите, то есть вяжется вырез очень просто. Центральные 3 раппорта, точнее не 3 раппорта, а видите, 3 такие косички остаются. Вы можете вырез по-своему абсолютно сделать. Дальше для пройм остается вот такие разрезы. И, в принципе, обвязочка простая. Это столбики с накидом и столбики с накидом с воздушной. Вы опять же можете сделать просто столбики без накида. Ровное полотно. Покажу вам низ изделия. Низ изделия у нас опять же абсолютно ровненький. Маленькая обвязочка сделана столбиками без накида. И по бокам выполнены разрезы. Тоже обвязаны. Ну, то есть все абсолютно предельно просто. Единственное, мы еще сделали вот такой поясок.
Это цепочка из воздушных петелечек и кисточки. Смотрится очень красиво. И я хочу поближе показать вам само полотно. Я взяла матрасик, который я использую для ирландского кружева. И вот видите, на контрасте покажу еще. На сером фоне, чтобы вы хорошо видели рисунок. Очень просто вяжется, смотрится потрясающе. Вы можете буквально для любого изделия использовать. Начиная от скатерти или, допустим, покрывала красиво, и заканчивая, конечно же, туникой, кофточкой летней и так далее. Длину изделия также можете регулировать и делать самостоятельно, такую, какая вам нужна. Творческих вам успехов! Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. И спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч!